Если верить Плутарху, у Александра было два главных предмета, которые он постоянно держал рядом с собой в походах. Первый – кинжал. Второй – Илиада Гомера с справками Аристотеля, которую он хранил под подушкой вместе с этим самым кинжалом. Это не легенда для красивого рассказа. Об этом сообщают сразу несколько независимых античных источников – и Плутарх, и Ариан. Мне эта деталь кажется важнее, чем половина биографических фактов, потому что она сбивает стандартную картинку. Мы привыкли думать об Александре как о безудержном военном маньяке, который шел по чужим землям ради власти и крови. Но человек, который читает поэзию перед сном в шатре на краю известного мира, это другой персонаж. Так кем он был на самом деле? Не тем, что написано в учебниках, и не тем, что снял Оливер Стоун. Александр стал царем Македонии в 20 лет, в 336 году до нашей эры, после того, как Филипп II был заколот на собственном перу. Кто именно организовал это – один из самых грязных вопросов античности. Официальная версия – личная месть телохранителя. Но часть историков до сих пор прямо указывает на Александра как на возможного причастного. Доказательств нет, но мотив был абсолютно конкретный. Незадолго до этого Филипп женился снова на женщине, которая могла родить ему полноценного македонского наследника, и положение Александра при дворе резко зашаталось. На том же свадебном пиру дядя невесты публично выпил за то, чтобы новый брак дал Македонии законного наследника. Александр швырнул в него кубком. Потом бежал из страны. Несколько месяцев спустя Филипп был мертв. Но вот что попсовые источники систематически не договаривают. Александр не с нуля создавал великую армию. Он унаследовал уже работающую машину. Его отец Филипп II провел 20 лет, переделывая македонскую пехоту в нечто, что тогдашний мир еще не видел. Он ввел сариссу, копье длиной около 6 метров. Фаланга из солдат с такими копьями работала как живой еж. Первые ряды держат копья горизонтально, задние под углом. И в эту конструкцию практически невозможно врубиться ни кавалерией, ни пехотой с обычным оружием. Александр взял эту машину и сделал ее еще быстрее. Он добавил к фаланге удар тяжелой конницы, соратников, гитайров, которая наносила сокрушающий удар именно туда, где фаланга уже сковала противника. Это была тактика в два движения. Одно удерживает, другое опрокидывает. Перс с конем и саблей против этого в чистом поле не имел шансов. При этом у Александра, когда он переправился через Геллеспонд в 334 году, было около 37-40 тысяч человек, против державы, которая могла выставить армии в разы больше. Гавгамелы, возможно, главное его сражение, это около 50 тысяч против 100 тысяч или больше. По Ариану сам Дарий первым развернул коня и бежал, в тот момент, когда Александр со своими гитайрами прорвал линию именно там, где персидский строй чуть разошелся. Один точный удар в нужную точку, и армия вчетверо больше начала рассыпаться. Это хорошо объясняет военные победы, но не объясняет, почему армия вообще шла за ним 12 лет. Тут есть более приземленная часть истории. Александр платил долги своих солдат из государственной казны. Их семьи получали содержание, вдовы и дети погибших – пенсию. Новобрачным давали отпуск. После крупных побед – выплаты из добычи по рангу. Это не романтика, это трудовой договор с очень хорошими премиями. И он работал ровно до тех пор, пока добыча шла. Когда поход превратился в изнурительное преследование по Центральной Азии без ясной цели, договор затрещал. С 13 до 16 лет Александр учился у Аристотеля в небольшом поместье Миеза. Филипп специально договорился с философом, пообещав отстроить его родной город Стагиру, который до этого разрушили македонские войска. Аристотель тогда еще не был самым известным философом в мире. Он был учеником Платона, который после смерти учителя не возглавил академию и уехал. Но для Филиппа это был лучший доступный вариант. Что именно Аристотель давал Александру – это вопрос, который меня занимает больше, чем сам факт их знакомства. Аристотель не был только философом. Он систематически изучал медицину, зоологию, ботанику, политику, риторику. Если верить Плутарху, именно от него Александр получил страсть к медицине. В походах он сам разрабатывал лечение для заболевших солдат и переписывался с врачами. В его обозе были ботаники, которые собирали и описывали незнакомые растения. Часть этих описаний потом попала в труды самого Аристотеля.
То есть это было не одностороннее образование, а нечто вроде полевого научного партнерства. При этом в Миезе вместе с Александром учился Гефестион, ближайший друг всей его жизни, и еще несколько молодых македонцев, которые потом стали его генералами. Поколение людей, которые управляли его империей, получило одно и то же образование в одном месте. Они думали похожими категориями, читали одни тексты. Это отчасти объясняет, почему армия так долго держалась вместе и почему разлетелась так быстро после его гибели. Связующим звеном был он, а не система. Есть кое-что, о чем обычно не говорят, когда рассказывают о победах Александра. Он несколько раз был на волосок от гибели и выжил только случайно. При Гранике, первом крупном сражении в Азии, Александр в своей привычке лично врываться в самую гущу боя оказался в ситуации, когда перс по имени Спитридат уже замахнулся клинком над его головой. Клит Черный успел первым и срубил руку нападавшего. Это тот самый Клит, о котором речь пойдет ниже, и ирония в том, что Александр сам перечеркнул этот долг спустя 6 лет на Перу в Самарканде. 328 год до нашей эры. Город Мараканда, то, что сейчас называется Самаркандом. Александр уже 5 лет в походе. Позади Персеполь, Вавилон, Египет, Гавгамелы. Армия в Бактрии, где-то между сегодняшним Афганистаном и Таджикистаном, воюет с непокорным сатрапом Спитамином, и конца этому не видно. На Перу случилось то, о чем нормальные источники говорят очень аккуратно, а поп-история предпочитает не трогать. Клит, по прозвищу Черный, один из старейших командиров, тот самый, что спас Александра при Гранике, в тот вечер пил и говорил лишнее. Он напомнил Александру, что все победы – не дело одного гения, а заслуга македонской армии и традиций, заложенных Филиппом II. Что Александр предал эти традиции, принимая персидские обычаи и требуя от македонцев кланяться ему, как восточному деспоту, процитировал Еврипида. Александр схватил копье и пронзил Клита насквозь. Потом 3 дня не выходил из шатра. По словам Ариана, Александр приставил копье к стене с намерением упасть на него, и его едва остановили. Он не ел и не пил эти 3 дня. Придворные потом объяснили армии, что Клит был изменником. Все, кто присутствовал, знали, что это ложь. Тут я хочу остановиться на одном моменте, который меня занимает при чтении источников. Ариан не просто рассказывает о гибели Клита. Он добавляет: Анаксарх, придворный философ, утешил Александра тем, что царь по природе своей является воплощением справедливости, а значит не может поступить несправедливо, по определению. По Ариану это помогло Александру выйти из состояния раскаяния. Именно после этого случая в его окружении устоялась та форма лести, которая раньше вызывала у него раздражение. Теперь он принимал ее охотно. Клит погиб не только как человек. Он погиб как последний голос внутри армии, который мог сказать «нет». В 330 году Александр вошел в Персеполь, церемониальную столицу Персидской империи. Он велел своим солдатам грабить город несколько месяцев, а потом дворцовый комплекс сожгли. Популярная версия, которая идет из Плутарха и Диодора. На Перу пьяная гетера по имени Таис предложила спалить дворец в отместку за то, что персы сделали с Афинами 150 лет назад. Все захмелели, побежали с факелами, Александр сожалел. Версия Ариана другая. По его источникам, включая Птолемея, который был там лично, все произошло трезво и целенаправленно. Это был политический жест – уничтожение символа персидской власти как знак того, что прежней державы больше не существует. Когда в 20 веке археологи стали изучать слои пепла в Персеполе, они обнаружили кое-что неудобное для версии пьяной случайности. Пожар шел по определенным строениям с явным пониманием архитектуры дворцового комплекса. Некоторые постройки остались нетронутыми, а это значит, кто-то отдавал конкретные приказы о том, что гореть, а что нет. Исследования, обобщенные в работах историка Пьера Бриана, прямо указывают на следы направленного, а не стихийного огня. Я склоняюсь ко второй версии, именно потому, что физическая картина пожара ее поддерживает. Но окончательного ответа нет. Ариан сам признает, что даже очевидцы давали взаимно противоречивые показания о событиях, при которых лично присутствовали. Подписывайтесь на канал, если вам интереснее разбирать то, что реально в источниках, а не красивые байки. 326 год. Армия 8 лет в пути. Позади Египет,
Персия, Бактрия, переход через Гиндукуш, победа над царем Пором с его боевыми слонами на реке Гидасп. За рекой Гефасис, по донесениям разведчиков, начиналась Нанская империя, одна из сильнейших держав индийского субконтинента, с хорошо вооруженной пехотой и огромным числом боевых слонов. Солдаты отказались идти дальше. Это называют бунтом на Гефасисе, хотя историки спорят, было ли это именно бунтом или организованным давлением через командиров. Факт в том, что войско остановилось. Александр 3 дня сидел в шатре, именно столько, сколько провел после гибели Клита. И это не случайное совпадение, так он давил на армию. Потом вышел и объявил, что примет волю богов и повернет назад. Вальдемар Хекель из университета Калгари предположил, что мятеж мог быть отчасти срежиссирован самим Александром. К тому времени он прекрасно понимал логистические пределы похода и мог использовать отказ армии как политическое прикрытие для отступления, которое сам уже запланировал. Это спорная гипотеза, большинство историков ее не принимает. Но она честно показывает, наши источники не позволяют уверенно разделить, что Александр хотел и что у него вышло. У реки он воздвиг 12 огромных алтарей по числу олимпийских богов, как отметку крайней точки своей империи, и развернулся. Спускаясь к Индийскому океану по Инду, при осаде одного из городов народа Малов, он первым перепрыгнул через крепостную стену, в одиночку, внутрь, пока его солдаты еще карабкались снаружи. Стрела попала в грудь и пробила легкое. Его вытащили живым, но несколько недель он балансировал. Когда слух о возможной гибели распространился по армии, солдаты начали впадать в панику. Настолько вся машина держалась на одном человеке, что за 12 лет он так и не выстроил ничего, что работало бы без него лично. 10 июня 323 года до нашей эры Александр скончался в Вавилоне. Ему было 32 или 33 года. 12 дней болезни. Сначала высокая температура, боль в животе, прогрессирующая слабость, потеря речи, затем неподвижность. По дневникам царского двора, официальному дворцовому журналу, фрагменты которого дошли через более поздних авторов, в промежутке между первыми симптомами и объявлением о смерти он появился перед армией, чтобы солдаты убедились, что он жив. Те проходили мимо носилок молча. Споры о причине его гибели идут по сей день. Версий много. Тифозная лихорадка, малярия, острый панкреатит от многолетнего злоупотребления вином, отравление, сажение. Каждая имеет своих сторонников среди ученых. Историк Робин Лейн Фокс аргументированно отвергает версию отравления. Яды того времени убивали быстро, а Александр умирал 12 дней, что не вписывается в механику ни одного известного яда той эпохи. Версия Университета Мэриленда 1998 года «Тифозная лихорадка, осложненная воспалением легких» до сих пор считается одной из наиболее вероятных среди историков-медиков. Но есть деталь, которую попсовые источники либо не упоминают, либо объявляют мистикой. Согласно нескольким античным авторам, тело Александра не показывало признаков разложения в течение 6 дней после объявления о его кончине. В жарком вавилонском климате это выглядело как чудо. Современники восприняли это как знак того, что он был богом. В 2019 году Кэтрин Холл из медицинской школы университета Отага в Новой Зеландии опубликовала статью в журнале The Ancient History Bulletin с другим объяснением. По ее гипотезе, Александр мог страдать от синдрома Гиена-Барре, неврологического расстройства, при котором иммунная система атакует собственную нервную систему, вызывая прогрессирующий паралич. Синдром мог быть спровоцирован кишечной инфекцией, в частности бактерией Campylobacter, что увязывается с симптомами тифоподобного характера, описанными в источниках. При таком расстройстве дыхание становится практически незаметным снаружи, тогда как сознание может сохраняться при почти полной неподвижности тела. Холл предложила: тело не разлагалось 6 дней потому, что Александр был еще жив. В античной медицине смерть определяли по отсутствию дыхания, а не пульса. Если его дыхание стало слишком слабым из-за паралича, его могли объявить мертвым раньше, чем он им стал. Это гипотеза, а не установленный факт. Холл сама называет ее приглашением к дискуссии. Большинство историков принимает ее осторожно. Механизм правдоподобен, но у нас нет тела, нет тканей, нет никаких прямых данных. Тем не менее, она объясняет все ключевые симптомы и ту самую странность с разложением одновременно,
чего не делает ни одна другая версия. Через несколько часов после объявления о его гибели генералы устроили совещание о том, кто унаследует власть. Историки называют этот период войнами диадохов, войнами преемников. Они длились 40 лет и закончились полным распадом того, что было единой империей. Александр за 12 лет завоевал территорию от Адриатики до Инда. Его наследники за 40 лет превратили ее в несколько конкурирующих государств. Но вот что осталось. Греческий язык стал языком образованных людей от Египта до Бактрии на 3-4 века вперед. Именно на этом языке были написаны Евангелия до Ватачтова не потому, что их авторы были греками, а потому что это был язык, на котором их мог прочитать максимальный круг людей в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Александрия Египетская, один из 7 десятков городов, которые он основал и назвал своим именем, стала на несколько веков крупнейшим научным центром античного мира. Когда Клеопатра, до Ватачтова последний из Птолемеев, греческой династии, которую основал один из генералов Александра, до Ватачтова говорила со жрецами египетских храмов, она была первой из своего рода, кто вообще выучил местный язык. До нее 3 поколения Птолемеев управляли Египтом, не говоря по-египетски. В Бактрии, на территории нынешнего Афганистана, в 20 веке нашли город Ай-Ханум, основанный при Александре или его непосредственных наследниках. Там обнаружили греческий театр, греческие надписи на колоннах, останки гимнасия и одновременно местные захоронения с совершенно незападной погребальной традицией, прямо рядом. 2 мира, которые жили в одном месте и так и не слились в один. Это и есть реальный эллинизм. Не поглощение, а соседство. Начавшаяся не как культурная программа, а как побочный эффект завоевания одного человека, читавшего Гомера под подушкой. Мне кажется, главная проблема с нашим взглядом на Александра в том, что мы все время выбираем между 2 версиями – великий полководец-гений или безумный тиран-алкоголик. Обе продаются хорошо, ни одна не точная. Когда сопоставляешь источники – Ариана, Плутарха, Диодора, современные работы Хекеля и Бриана, публикацию Холл, там виден человек с очень конкретными внутренними противоречиями. Он искренне восхищался персидской культурой и при этом сжег ее главный церемониальный комплекс. 3 дня оплакивал человека, которого убил сам, читал философию и был способен на расправу за слова на перу. После гибели Клита окружение перестало говорить ему правду, и следующие 3 года он принимал решения в информационном пузыре, который сам же создал. Большинство популярных рассказов разрешают это противоречие просто. Говорят, что он сломался. Алкоголь, паранойя, перегрузка. Мне это кажется слишком удобным объяснением. Если смотреть на факты по хронологии, он оставался эффективным тактиком до самого конца. Малийская кампания уже после Гефасиса была сложной, и он ее выиграл. Проблема была не в потере способностей, а в том, что вокруг не осталось людей, готовых сказать ему то, что он не хочет слышать. Он умер в 30 с небольшим, не оставил наследника, не закончил ни одного из своих планов. Вопрос о том, где находится его могила, остается открытым по сей день. Несмотря на десятки экспедиций, тело так и не найдено. Остался кожаный футляр с книгой. И 12 алтарей у реки в Индии. Их давно снесло водой или временем. Не забудьте подписаться.